Всем привет! Дедушка Мороз не оправдал оказанного на него высокого давления. С детства накопилось столько желаний нереализованных, ребята. Поэтому я решил приехать лично на прием к Деду Морозу в Великий Устюг. Но заодно покажу вам и этот чудный старинный северный вологодский городок. Есть на Сухани хороший городок, он в лесах красивых северных залег. Русская метелица там кружит, метет, там моя подруженька, душенька живет. Эх, я по небу синему промчусь, прямо к милому окошку опущусь. Постучусь в окошечко, и душа замрет. Выходи, красавица, друг любезный ждет. Эх, есть на Сухани хороший городок, он в лесах красивых северных залег. Русская метелица там кружит, метет, там моя подруженька, душенька живет. Эх! Город расположен на левом берегу реки Суханы, чуть выше слияния ее с рекой Юг, где берет свое начало известная на севере река Северная Двина. Благодаря реке Юг и появилось название города устье реки Юг, то есть Усть-Юг, для удобства произносимое Устюг. Как город Устюг впервые упоминается в летописях 1207 года, а прародителем его считается город Гледен, который был разорен набегами нехороших людей. На его месте мы побываем позже. В 16 веке Великий Устюг становится крупным торговым центром в Поморье. Расположенный на перекрестке двух важнейших торговых путей к Белому морю и в Сибирь, город привлекал к себе русских и иноземных купцов. Купечество здесь процветало. Популярна была Прокопьевская ярмарка в честь святого Прокопия. Она проводится летом и по сей день. С развитием торговли развивались и ремесла в городе, особенно художественные и иконопись. Шильниковский Евстафий Павлович. Годы жизни 1890-1980. Художественный руководитель артели, а затем и фабрики «Северная чернь», внесший большой вклад в развитие уникального художественного промысла чернения по серебру, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин города Великий Устюг. Чернение по серебру было известно еще со времен Киевской Руси. Чернь – специальный сплав, имеющий вид темно-серого камня. Размалывают в порошок, смачивают и накладывают ровным слоем на поверхность с выгравированным рисунком. Изделие прокаливают на огне, и чернь, расплавляясь, заполняет все углубления. И получается красота! Следующие кадры противопоказаны к просмотру женщинам и рыбам. Сошли в магазин Северной черни, друзья. Все из серебра, такая красота. Просто завораживает. Смотрите, какие стопочки. Да возрадуется глаз рыболова! Это украшение не оставит равнодушным не только трофейную щуку, но и вас, когда придется за ним нырять в любую погоду и на любую глубину. Великий Устюг на протяжении многих веков являлся одним из духовных центров Руси, а позже и России. Неспроста здесь столько храмов и церквей. Церковь Симеона Столпника. Это единственный храм города, в архитектурной композиции которого видны признаки западноевропейского течения барокко.
Церковь Вознесения была воздвигнута на средства одного из самых богатых купцов города Ревякина в 1648 году. В наши дни здесь представлена экспозиция Музея древнерусского искусства. Церковь Георгия Победоносца. Храм преподобных Антония и Феодосия Печорских. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. С Красной горы, где находится данный храм, открывается сказочный вид на луга и поля Великого Устюга. Никола-Гостинская церковь. Ее название связано с почитаемой чудотворной иконой Николы Гостунского или Гостинского, названной по месту своего явления на речке Гостыни в Белевском уезде близ Тулы. Друзья, а это храм почитаемого в Устюге Прокопия Праведного. Давно это было. Над городом нависла каменная туча. Но он это предвидел, за неделю молился, предупреждал людей об этом и отвел эту тучу от города. По преданиям, он молился на камне. Камень находится у нас внутри, рядом с мощами. Прокопий, правильно. Это тоже камешек. Ну, люди говорят, что этот камешек тоже святой, намоленный. Кстати, он теплый, видимо, прогрелся. Я чувствую теплоту. Михайло-Архангельский монастырь является старейшим на русском севере. Основан аж в 1212 году. Тогда он был деревянным. Ныне стоящие здания возведены уже в 17-18 веках. Количество православных храмов в городе просто поражает. Я думаю, что Великий Устюг займет первое место в России по количеству храмов на душу населения. Это же здорово! Друзья, а сейчас мы находимся в эпичном месте. Здесь зарождается Северная Двина. А зарождается она из двух рек. Быстрой реки Юг и спокойной Суханы. Речка чистая, каменистая, в нашей местности протекает, и кудесницы, люди добрые, эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься, или в чем-то ты печалишься, ты к реке подойди, все ей расскажи. А по камушкам, речка бежит вдаль далекую к морю белому, путь ее беспокойный лежит. А пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. По круглым камушкам река бежит. На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине поля, цветы, зелень. Просто рай! А путь наш лежит от истока Северной Двины через поля и луга к Троице Глединскому монастырю. Друзья, а рядом с монастырем растет, представляете, кукуруза
целое поле кукурузы на севере Вологодской области. Великий Устюг. В этих местах князь Всеволод Большое Гнездо в 1178 году заложил город Гледен. Но в 1436 году в результате княжеских междоусобных войн город был сожжен, разорен, и впоследствии восстановили только этот монастырь. Посмотрите, какой обзор! Вдалеке виден даже исток Северной Двины, откуда мы сейчас пришли. Высоко сидеть, далеко глядеть. Недаром здесь наши предки основали город с соответствующим названием. Монастырский Троицкий собор был возведен в 1659 году. Его пятиярусный иконостас, воздвигнут на пожертвование устюжан, является одной из ярких достопримечательностей русского севера. Прототипом иконостаса в Троицком соборе стал иконостас Зачатьевского собора Спасо-Яковлевского монастыря Ростова-Великого. Работавшие над ним местные резчики и иконописцы ориентировались на петербургские образцы, а значит во многом перенимали новейшие для этой эпохи европейские веяния. Изначально фоном для скульптур были зеркала, что было очень необычно для иконостасов. Вскоре зеркальные пластины демонтировали, потому что декор выглядел слишком нетрадиционно. Недалеко от монастыря церковь Иоанна Праведного. 18 век. Развалины. Так, а вот у нас и купель. Ребята, купель, вода ледяная, просто ледяная. О, вот это я. А это одна из достопримечательностей Устюга – полоскалки. Здесь приходят вечерами женщины, стирают, полощут. Вот тебе фитнес, общение на свежем воздухе. И правильно, лучше полоскать, как говорится, белье, чем мозг мужчине. Вот. Кстати, я тут вспомнил, что у меня стиральной машины нет. Вот. Я как-то обхожусь без нее. Но ссылочку, как говорится, счет я напишу. Давайте скинемся Андрюхе на стиральную машину, а? Да шутка, шутка. Она мне не нужна, я руками стираю. Вот. Так что как-то так. Догадайтесь, что это за сооружение на воде? Да в жизнь не догадаетесь. Это дача. Ну прямо как в Таиланде. Хотя нет, мы ушли вперед Таиланда. Дача находится на удалении от берега. И до нее можно добраться только на лодке. Петр I 3 раза посещал Устюг по дороге в Архангельск. Не забывал этот чудный городок на Сухани. Семен Дежнев, русский путешественник и землепроходец, мореход и исследователь Северной и Восточной Сибири.
якутский атаман и торговец пушниной. Он был первым мореплавателем, прошедшим Берингов пролив, который отделял Азию от Северной Америки и Чукотку от Аляски. Сделал он это в 1648 году, за 80 лет до Витуса Беринга, а по пути посетил острова Ратманова и Крузенштерна, находящиеся посередине Берингова пролива. Именем Семена Дежнева названы мыс, остров, бухта, полуостров и село. Около 11 тысяч устюжан погибли в боях с фашистами. 11 устюжан стали героями Советского Союза, 2 полными кавалерами Ордена Славы. Помните о тех, кто отдал жизнь за нашу Родину и свободу. Несмотря на численность населения около 28 тысяч человек, в городе есть куда пойти учиться и получить среднее профессиональное образование. Это не может не радовать. Великоустюгский многопрофильный колледж. Здесь готовят электриков, сварщиков, ветеринаров, социальных работников, поваров, кондитеров, операторов беспилотных авиационных систем, автомехаников, работников правоохранительных органов и так далее. Одним словом, рабочие специальности, которые сейчас востребованы в нашей стране. Великоустюгский медицинский колледж имени Бычихина. Здесь можно стать фельдшером или медицинской сестрой. Сейчас эти профессии в дефиците. Рыбинское речное училище передает привет Великоустюгскому речному училищу. Здесь готовят кадры для судовождения. А это историческое здание – усадьба Булдакова. Конец 18-го, начало 19 века. Здесь расположен Великоустюгский педагогический колледж. Ну, привет ему от Рыбинского педагогического колледжа. Хорошо траву косить, которая волнуется, хорошо девку любить, которая целуется. Обратите внимание, у молодежи в руках русские народные инструменты. Неожиданно. Это заявка. Хорошо траву косить, которая зеленая, хорошо девку любить, которая веселая. А это суровая женщина Мурка или Климова Мария Прокофьевна. Давайте знакомиться. А это, ребята, райское дерево. И в нем есть дупло, в которое нужно кинуть монетку. Оп. А в день города накопленные денежные средства в этом дереве пойдут на создание новых памятников. Здорово придумано, да? Есть в Устюге и свой кинозал. В городе есть несколько родничков, поэтому
всегда можно попить чистой водички родниковой. Вещь. Это не то, что трубопроводная вода. Ну что, ребята, первый рыбсик, первый окунь. Приличный такой, посмотрите. Первый окунь Великого Устюга. О! Ну, конечно же, мы его отпустим. Спасибо за эмоции. Спорту в Устюге уделяется большое значение. И это правильно. Так как Великий Устюг – царство Дедушки Мороза, то и, соответственно, ледовая арена тоже называется Мороз-арена. А занимаются в ледовом царстве хоккеисты и фигуристы. Есть в Устюге и свой плавательный бассейн. Здесь можно заниматься плаванием и акваэробикой. А это физкультурно-оздоровительный комплекс, где ребята занимаются мини-футболом, баскетболом, волейболом и гандболом. Чем занимаются люди в городе, спросите вы? А я вам отвечу. Они работают. Этот логотип хорошо известен в Вологодской и близлежащих областях, а принадлежит он молокозаводу, где производят разные вкусности из молока. Есть в Устюге и хлебокомбинат. Помимо хлеба пекут пироги, торты, печеньки. Лично мне понравился торт крем-брюле. Есть в Великом Устюге и своя пивоварня. Так что как-нибудь жарким денечком можете зайти, продегустировать местное пиво. Пивоварня была основана баварским пивоваром Людвигом Зебальдом в 1877 году. Кто хочет поработать на ликероводочном заводе? А нет, сегодня ликероводочный завод разнарядку не прислал. Знакомьтесь, ликероводочный завод Великоустюгский. Есть в Устюге и свой аэропорт. Небольшой, но есть. Рейсы регулярные до Череповца и Вологды. Лесорубы, ничего нас не берет, ни пожары, ни морозы. Поселился наш обветренный народ между елкой и березой. Вокруг города много леса, поэтому не мудрено, что здесь развита лесная промышленность. Есть в Великом Устюге и железнодорожный вокзал. Но добраться до Великого Устюга поездом можно только туристическим, а они ходят очень-очень редко. Готовы к встрече Нового года? Как и обещал, Андрюха посетил вотчину Дедушки Мороза и лично с ним пообщался. Даже спел песенку. Снегурочку не застал, говорят, переехала она в те места, где Сусанин поляков на экскурсии водил. Но за место нее у дедушки теперь девчушка-домовушка. Не это, а вот это. Вот дед дает, а? Все приключения Андрюхи на вотчине Деда Мороза выйдут отдельным роликом, так что ждите. Андрюха побывал еще в одном сказочном месте в 70 километрах от Великого Устюга на земле звероящуров в деревне Апохи.
Ролик тоже будет. Вот такой он, северный городок Великий Устюг. Исторический, красивый. Так что приезжайте, смотрите. Здесь есть много всего интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!